Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – мультиканальная аналитика. В чем заключается главная проблема интернет-маркетинга? Кто-то из мудрых как-то сказал, что половину денег, которых я трачу на рекламу, не приносит пользы. Беда заключается в том, что нет понимания того, о какой именно половине идет речь. В чем заключается проблема? Во-первых, это смещение момента между тем, когда за привлечение клиента платим мы, и тем, когда начинают платить клиенты. Второе, когда клиент нам платит постоянно, получается, что у нас существуют повторяющиеся и отложенные продажи, которые нам необходимо учитывать тоже, чтобы понимать, сколько денег нам приносит каждый клиент. Соответственно, для того, чтобы правильно считать эффективность рекламных каналов, нам необходим инструмент, который бы позволял сохранять всю историю касаний с каждым конкретным клиентом. Также важно учитывать, что путь отключения рекламных кампаний в перспективе противоречивый. Почему? Дело в том, что если компания дает положительные ROI, то это лучше, чем получать меньше заказов. Дело в том, что уменьшение объема трафика – это всегда путь к снижению емкости канала. Любой маркетолог знает, что по трафику всегда существует нехватка. Поэтому прежде чем рекламные кампании отключать, намного правильнее заняться их оптимизацией. Поэтому правильные маркетологи всегда находятся в постоянном поиске новых источников трафика. Что здесь важно учитывать? Дело в том, что практически любой трафик будет являться неэффективным, если его рассматривать вне мультиканальной парадигмы. Можно получать одинаковые по стоимости лиды, но в разных рекламных каналах эти лиды будут конвертироваться по-разному. Поэтому, если мы хотим оценить, насколько эффективно рекламные кампании отрабатывают, то оценивать их по стоимости лида глупо. Почему рекламные агентства не анализируют кампании на основе продаж? В силу того, что пробрасывание сквозной аналитики – процесс достаточно трудоемкий, то агентства, которые работают на потоке, так не заморачиваются. Но существуют говноагентства, которые не настраивают даже цели в метрике. На сегодняшний день 99% рекламных кампаний оцениваются по типовым целевым действиям. В чем заключается проблема? Дело в том, что эти данные являются от реальности оторванными. Дело в том, что если оценивать рекламные кампании только по стоимости лида, то в расчет не берется период, когда клиент находится в процессе принятия решения, когда он сравнивает, оценивает, выбирает, приходит на сайт несколько раз. Поэтому, если мы будем оценивать эффективность только по стоимости первичного обращения, то мы рискуем сделать неверные выводы. Именно так на сегодняшний день и работает большинство рекламных агентств. Клиент, например, может прийти из директа и заявку не оставить, но потом через 2-3 дня перейти на сайт и совершить целевое действие. Проблема в том, что если мы рекламу оцениваем без учета мультиканальности, то мы в оценке эффективности проигрываем. Поэтому правильная аналитика оценки эффективности интернет-маркетинга начинается со стоимости всех кликов в разрезе всех рекламных источников и заканчивается объемом денег, привлеченных в процессе продаж, по каждому рекламному каналу. Если рассмотреть веб-аналитику в целом, то она призвана показать нам эффективность рекламы. В чем заключается проблема? Дело в том, что существует 1001 мнение того, как эффективность рекламы необходимо измерять. Какие в веб-аналитике существуют метрики? Первый показатель – это CTR. Что он показывает? Это показатель кликабельности. Другими словами, чем удачнее объявление, тем чаще на него кликают. В чем заключается обманчивость этого показателя? Дело в том, что сама по себе заманчивая реклама продаж, к сожалению, не гарантирует. Следующий показатель – это CPA. Что такое CPA? Это стоимость целевого действия. Если KPI измеряется в звонках, то мы рекламный бюджет делим на количество звонков и получаем стоимость одного звонка. Следующий показатель – это CPO. Что такое CPO? Это стоимость заказа. По какой формуле стоимость заказа рассчитывается? Это сумма затрат на рекламу, поделенная на количество подтвержденных заказов. Следующий показатель – это ROI. Что такое ROI? Это возврат инвестиций. Другими словами, это коэффициент окупаемости маркетинговых вложений, а именно, сколько было вложено и сколько из этих вложений на выходе мы получили прибыли. Но ключевой показатель – это CRV. Что такое CRV? Это количество денег, заработанных по рекомендации.
Высший пилотаж маркетинга – это когда наши клиенты приводят к нам новых клиентов. Ведь новый клиент, пришедший по рекомендации, по сути, является бесплатным. Почему в России веб-аналитика не развита? На фоне всеобщего невежества и любительского подхода к данным, аналитика находится в зачаточном состоянии. В чем заключается проблема? Дело в том, что у большинства компаний она вообще отсутствует. Почему забирать данные из Google Analytics и Яндекс.Метрики подобно суициду? Дело в том, что это абсолютно нерелевантная информация. Данные, которые попадают в Analytics и метрику, сильно искажены. Проблема усугубляется еще и тем, что веб-аналитика не умеет данные перезаписывать. Метрика и Analytics могут только показывать данные по событиям на сайте, но данные по конкретному пользователю они склеивать не умеют. Из метрики и Analytics невозможно выгрузить данные страниц, которые пользователям были просмотрены. Невозможно выделить сегмент пользователей, которые совершили на сайте определенные целевые действия, и посмотреть их профили. Следующее ограничение – это проблема сэмплирования данных. Что такое сэмплирование? Это когда Analytics, чтобы снизить нагрузку на серверы, анализирует лишь часть данных. Поэтому, когда львиная доля информации является покрытой мраком, говорить о точности такой аналитики как минимум наивно. Также Analytics и метрика не дают нам возможность понять, что сейчас на сайте находится повторный клиент. И для аналитики это совсем не AES. Крайне важно понимать, что любая система веб-аналитики – это всегда история вокруг сессии. Сквозная аналитика – это подход, который позволяет нам проводить аудит трафика не вокруг сессий на сайте, а вокруг истории конкретных пользователей. Это совершенно иная парадигма. Также частая проблема, когда клиент пришел из директа, отправил форму заявки, вследствие чего у нас в CRM создается сделка. Но через пару дней этот клиент перешел на сайт и совершил звонок, вследствие чего в CRM создается дубль. Практика показывает, что причесыванием CRM-системы заниматься обычно никто не хочет. Никто не хочет эти карточки склеивать. Менеджеры хотят продавать, а не ковыряться в CRM-системе. И только сквозная аналитика позволит нам проверить, а не тот ли это клиент, который 2 дня назад отправил форму заявки. И если окажется, что это один и тот же пользователь, то система дубля плодить не будет. Она просто это событие допишет уже в существующую карточку сделки. Сквозная аналитика призвана нам дать понимание того, что в нашей рекламе необходимо оптимизировать и какой микс из рекламных инструментов работает лучше. Это именно тот подход, который позволяет организовать интернет-маркетинг на основе данных. Также важно понимать, что без CRM и без агрегации всех источников трафика в единую аналитическую систему понять, откуда к нам пришел клиент, который принес деньги, невозможно. Без сквозной аналитики мы не сможем этого конкретного клиента с рекламной кампанией сопоставить. Мы будем как слепые котята. Но почему часто маркетологи бизнесу помочь не могут? Дело в том, что зачастую принятие решений об эффективности рекламных кампаний принимается лишь на части данных. Часто решения принимаются по отключению рекламных кампаний, которые вообще не оптимизировались. Этим любят грешить рекламные агентства, у которых преобладает потоковый подход. Какой подход правильный? Это подход гипотез. В чем он заключается? Если мы говорим про контекст, то чтобы качественно одну рекламную кампанию отстроить, необходимо порядка 100-150 мелких гипотез, так называемых микроинъекций. И по времени это 300-400 человека-часов. Также маркетологи часто злоупотребляют рисунками разухабистой воронки продаж в виде трубы, в которую сыпятся лиды, а с другого конца выходят готовые клиенты. На практике же никакой единой воронки продаж не существует. Почему? Дело в том, что воронка продаж всегда существует в 4 ипостасях, а именно воронка на привлечение, на вовлечение, на конвертацию и на удержание. Дело в том, что клиент всегда проходит не одну абстрактную воронку, он проходит клиентский путь по 4 воронкам в привязке к стадиям своего жизненного цикла. Это абсолютно разные воронки, на которых мы преследуем совершенно разные цели. Многие стремятся увеличить продажи. В чем заключается проблема? Дело в том, что прежде чем увеличивать продажи, было бы неплохо разобраться,
о каких именно продажах идет речь? Какие бывают продажи? Продажи разделяются по точке контакта на онлайн и офлайн. Также существуют прямые продажи. Что значит прямые? Когда поставка происходит непосредственно от производителя напрямую. Следующий тип продаж – это косвенные продажи. Что значит косвенные? Это когда продажа происходит через посредников, а именно через дилеров, филиалы или франшизы. Следующее – это рекомендательные продажи, когда клиент рекомендует наш продукт своим друзьям. Следующий тип продаж – это повторные продажи. Еще продажи бывают от сформированного и несформированного спроса. В современной действительности, когда мы говорим про интернет-маркетинг, то обязательной составляющей является выстраивание отдела продаж. В чем заключается проблема? Дело в том, что очень много тех, кто про это трепет языком, но мало тех, кто это реально делает. Мало кто задумывается о том, чтобы наладить в отделе продаж CRM-гигиену. Также, когда люди начинают смотреть на маркетинг в проекции, в какую сумму им обходятся продажи, то многие для себя находят приличное количество откровений. Когда на уровне воронки продаж существует этап, например, совершенный звонок, то любая система колл-трекинга может легко отследить и посчитать, во сколько нам этот звонок обходится. В чем заключается проблема? Дело в том, что стоимость лида – это ни о чем. Почему? Потому что если мы фиксируем только стоимость лида, то по большому счету мы не знаем, работаем мы в плюс или в минус. Дело в том, что разные рекламные каналы приводят разный тип клиентов, а разные клиентские сегменты покупают на разные средние чеки. Поэтому нам жизненно важно понимать, конвертится этот сегмент лидов в продажи или нет. Когда мы понимаем стоимость продажи, у нас появляется возможность совершенно иначе настраивать рекламные кампании. Когда у нас появляется технологическая связка между CRM-системой и сквозной аналитикой, мы можем в своем интернет-маркетинге начать отслеживать узкие места. Вообще за последние годы модель покупки в интернете изменилась кардинально. Люди читают обзоры, оценивают, сравнивают продукты и взаимодействуют с нашим сайтом множество раз. Все это дает продажу, которая по времени сильно растянута. Также на сегодняшний день в интернет-маркетинге существует проблема принятия решения по жесткой модели атрибуции. О чем идет речь? Сегодня массово используется модель атрибуции либо по первому, либо по последнему клику. В чем заключается суть модели атрибуции по первому клику? Она применяется, когда речь идет об оценке эффективности рекламных кампаний, нацеленных на привлечение новых клиентов. В чем ограничение этой модели? Дело в том, что практически в любом бизнесе продажа не является спонтанной. Клиентам необходимо сравнить цены, почитать отзывы, прошерстить форумы, посмотреть обзоры на YouTube и так далее. Ограничение модели атрибуции по первому клику заключается в том, что если не иметь данные по всем поступающим лидам с анализируемого рекламного канала, то судить о эффективности рекламы опрометчиво. Почему? Если клиент первый переход сделал из директа, а потом через неделю зашел по прямому переходу, то в карточке сделки в источниках у нас будет Яндекс.Директ, несмотря на то, что в колл-трекинге в источнике будет прямой переход. Это является той дырищей, о которой так не любят распространяться поставщики колл-трекингов. В чем заключается суть модели атрибуции по последнему клику? Модель атрибуции по последнему клику применяется в основном для оценки рекламных кампаний, нацеленных на ретеншн, то есть на удержание и возврат клиентов. Также эта модель актуальна, когда цикл принятия решения о покупке сильно растянут. Чтобы клиента качественно прогреть, обычно применяется целый микс рекламных каналов. Также, когда мы говорим про возврат клиента, то подразумевается, что мы оптимизируем ремаркетинговые РК. В чем заключается ограничение модели атрибуции по последнему клику? Дело в том, что эта модель совершенно не отвечает на вопрос, что произойдет, если мы какую-то промежуточную РК отключим, то как это повлияет на итоговую конверсию, либо как повлияет на конверсию добавление в нашу цепочку какого-то нового рекламного канала. Прикол заключается в том, что модель атрибуции ни по первому, ни по последнему клику дать ответ на этот вопрос не могут в принципе. В чем заключается правильная модель атрибуции? Это смешанная модель, а именно сколько процентов от сделки в деньгах мы относим к первому клику, к последнему
и к промежуточным. Это единственный правильный путь, к которому весь рынок интернет-маркетинга рано или поздно придет. Это подход, при котором мы видим вклад каждого рекламного источника в виде денежного потока. Это история, когда мы можем оценивать рекламные кампании не по CTR, не по цене клика и не по цене лида, а по фактически поступившим на расчетный счет деньгам. Также часто маркетологам любят ставить задачу приводить лиды не выше определенной стоимости. Маркетолог эти несчастные лиды приводит, после чего ему говорят, что теперь необходимо по той же стоимости приводить больше лидов, вследствие чего фокусировка начинает смещаться с лидгена на комплексный подход к интернет-маркетингу. В чем заключается проблема? Дело в том, что когда речь начинает идти о комплексе, то это не делается за 1,5-2 месяца. Также появляется ряд сопутствующих задач, например, таких, как защита рекламного бюджета. Дело в том, что когда речь идет о комплексном интернет-маркетинге, то всегда предполагается, что будут подключаться медийные рекламные кампании, контент-маркетинг, работа с блогерами и так далее. Поэтому в итоговом отчете необходимо доказать, как увеличившийся рекламный бюджет повлиял на итоговые продажи. Поэтому мультиканальная аналитика призвана показать, что у нас крутится 15 рекламных кампаний в 5 рекламных каналах, и каждая РК имеет четкую финансовую интерпретацию в виде конкретного профита. Такой итоговый отчет на основе мультиканальной атрибуции обосновывает экономический вклад каждого рекламного канала, а именно, насколько каждая рекламная кампания, даже которая лиды не генерит, привносит вклад в итоговые продажи. Также существует проблема прерванной воронки. Что это за мерзость? Это когда потенциальный клиент совершил на сайте целевое действие, но в бэкэнде интернет-магазина менеджер создает заказ покупателя, который с CC клиента не ассоциирован, и аналитика в этой точке рвется. Такой же дисконнект происходит, когда сначала производится оформление заказа, но потом этот заказ необходимо изменить. В таких случаях обычно заказ просто отменяется, вследствие чего вся воронка ломается. И если сквозная аналитика делается на базе Google Analytics, то Analytics не имеет минус транзакций, которые позволили бы в Google что-то исправить. Эта проблема является очень острой и болезненной, о которой мало кто говорит. Если у нас привлечение осуществляется в онлайне, а продажи производятся в офлайне, то каким образом эту связку можно сделать бесшовной? Для реализации этих целей используются модули кросс-девайс трекинга, а также технологии, которые позволяют связать пользователей по профилям в социальных сетях и другим отпечаткам. Первый инструмент – это касса в офлайн-магазине, что необходимо для того, чтобы отслеживать покупки на кассе. Для этого необходимо интегрировать с CRM-системой программу лояльности. Также, когда у нас есть пользователь, который к браузеру не привязан, но перед нами стоит задача этого клиента сопоставить с его альтер-эго в онлайне, то как мы это можем реализовать? На помощь приходит технология NFC. Что это за технология? Это бесконтактные платежи с мобильных. Это когда мы можем трекать клиентов по их оплатам. О чем это говорит? Это говорит о том, что такой рудимент, как пластиковые карты, скоро вымрут. Также, если речь идет о продажах не в офисе, то мы, например, можем настроить автоматическую отправку смс-сообщений с промокодом и просьбой, чтобы клиент сообщил этот промокод менеджеру при посещении офиса. Поскольку на выезде у менеджера возможности зайти в CRM-систему может не быть, то этот промокод можно ввести с мобильного телефона на специальной странице, после чего в CRM-системе статус сделки изменится автоматически. Также сквозная аналитика – это инструмент, который позволяет реализовать событийный маркетинг. Что такое событийный маркетинг? Это когда мы знаем свою мультиканальную воронку и понимаем, как микс рекламных инструментов наших потенциальных клиентов по воронке проталкивает. Далее, на определенный этап воронки мы можем встроить набор спецбаннеров, которые будут работать с возражениями определенного сегмента пользователей, благодаря чему будет снижаться время принятия решения, повышаться лояльность и, как следствие, увеличиваться конверсия. Дело в том, что у каждого человека в разные моменты времени существуют определенные психоэмоциональные состояния. Поэтому если потенциальным клиентам предоставлять решение их проблем в правильное время, то можно намного качественнее конвертировать их в платящих клиентов.
Также, поскольку мы обладаем данными по всем клиентам, мы можем из CRM-системы выгрузить необходимый сегмент, а также подтянуть желаемый сегмент по поведению пользователей на сайте. Далее, когорту этих пользователей мы можем добавить, например, в рекламные кабинеты Гугла, Яндекса, ВКонтакте, Фейсбука, MyTarget, AdFox, DoubleClick, Бегуна и так далее. И догонять эти сегменты аудиторий с определенным месседжем. Если подытожить, то можно сказать, что сквозная аналитика является ключевым инструментом интернет-маркетинга, но не его целью. Помимо аналитики, в правильный подход входят постоянное улучшение сайта, оптимизация всех рекламных каналов, шлифовка бизнес-процессов и так далее. Но кроме этого, необходимо вникать не только в интернет-составляющую, а в продажи и весь классический маркетинг. Только рассматривая все процессы как единую систему, у нас появляется возможность достичь необходимых результатов. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Что нам дает сквозная аналитика? Сквозная аналитика позволяет нам оценить, какие рекламные каналы нам деньги приносят, а какие нас денег лишают. Но ключевое – это мультиканальность, которая опирается на знание того, сколько времени клиент покупку обдумывает, сколько раз он к нам на сайт возвращается и какие рекламные каналы в этой цепочке участвуют. Только так мы эффективность каждого конкретного рекламного канала можем измерить и принимать решения не на основе глюков, а на основе данных. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск, высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!